На самом деле это одна из важнейших тем в Османской империи во время правления Сулеймана Великолепного. Именно этот случай стал катализатором к войне между наследниками султана, и только один сын Сулеймана остался в живых в момент его смерти. К сожалению, в то время султан не мог выбрать из своих сыновей того, кто взойдет на престол, и именно этим он помешает Божьему промыслу. Каждый шахзаде имел равные права на престол, и кто первее всех попадет в столицу, тот и являлся султаном. Но на деле не всегда это случалось так. У османов был случай, когда на престол взошел не тот, кто первый поспел в столицу, а тот, кого поддержали политические деятели. К сожалению, шахзаде, который приехал первый, убили по закону Фатиха. Но мы сейчас не об этом. Давайте перенесемся в Стамбул, прекрасный город, где сосредоточены все грандиозные постройки, которые унаследовала Турция со времен султана Сулеймана. Не секрет, что начало всех построек положило грустное событие – смерть любимого сына Мехмеда. Именно его мечеть стоит в центре Стамбула, где должна была стоять мечеть султана Сулеймана. Никто еще не строил таких больших мечетей. Это первая постройка такого масштаба. Главный архитектор Синан построил ее в кратчайшие сроки, всего за 4 года. Есть легенда, что во входных перекрытиях Синан оставил послание, письмо в бутылке. Там было описано, что дерево сгниет и у потомков возникнет вопрос, как поддержать такое великое здание. В этой записке было рассказано, как заменить все эти балки. Кто-то говорит, что это всего лишь легенда, кто-то верит, что такое послание реально существовало. Возникает вопрос, почему же Сулейман так сильно любил именно Мехмеда, ведь у него были другие сыновья. Многие это объясняют тем, что это первый ребенок от его горячо любимой Хюррем. Именно из-за нее Сулейман сломал все традиции. Но есть мнение, что сам Мехмед был очень способным ребенком, но сильно болезненным. Султан очень гордился воспитанием Мехмеда и его способностями к военному делу. Он мечтал, что Мехмед продолжит расширять Османскую империю и сможет привести ее к процветанию. Я уверена, что Сулейман всеми силами помог бы взойти на трон именно Мехмеду. Смерть молодого шахзаде также покрыта тайной и вопросами. Многие уверены, что сын султана умер от оспы, но есть и другие предположения. Есть несколько версий. Первая – это сердечный приступ, а вторая – это последствия дворцовых интриг. Что касается сердечного приступа, в принципе предположить можно, так как сам Мехмед родился очень болезненным ребенком. Он часто плакал, и возле него все время дежурили лекари. Очень сложно давалась малышу болезнь, и сам Сулейман сидел с ним рядом, и после того, как он выздоравливал, устраивал праздники, на которых гулял весь Стамбул не один день. Также интриги тоже могли быть реальностью, так как чрезмерная любовь султана к Мехмеду могла подтолкнуть соперников к тому, чтобы избавиться от наследника, который представлял большую угрозу для других шахзаде. Мустафа был в Манисе и считался главным претендентом на престол, так как этот санджак был самым близким, но Сулейман переводит его в другой санджак и ставит Мехмеда в Манису. Вроде все логично. К сожалению, как было все на самом деле, мы не узнаем. Факт в том, что Сулейман, наверное, один из первых султанов, который стал нарушать все правила в империи. Даже со своим сыном. Он не стал его хоронить по традиции в том городе, где он умер, а приказал привезти сына в Стамбул и захоронил его там, в центре столицы. Горя не было предела, несколько лет длился траур по любимому сыну Мехмеду. Когда была закончена мечеть Мехмеда, его хоронят в ней и ставят над могилой шахзаде большой трон. Зачем и что этим хотел сказать султан? В первую очередь, как рассказывают историки, Сулейман хотел отметить, что для него сердце, настоящий будущий султан – это и есть Мехмед. Не в этой жизни, так в другой. Для него это не просто сын, а надежда, которая ушла так быстро, оставив лишь боль в душе. Для Сулеймана Мехмед был будущим султаном. Его сын не смог зайти на престол в этой жизни, но он это сделал после нее. Как известно, Сулейман и Хюррем часто посещали эту мечеть вместе и молились там тоже вместе. По тем законам этого делать было нельзя.
женщины и мужчины молились отдельно. Но Сулейман отменил эти правила для своей Хюррем. Они вместе молились за своего сына и просили, чтобы на том свете его сын был султаном. И после молитвы они шли в город, просили других людей, раздавая им золото, упоминать в своих молитвах их сына Мехмеда. Да, друзья, это очень печально, но в то время дети умирали очень часто. Медицина не могла уберечь их. Самая страшная эпидемия – это эпидемия оспы. Она косила сотни, а порой тысячи жителей дворца Топкапы. Условия во дворцах были неблагоприятны для детей. Холод, сырость – все это сказывалось на здоровье. Мехмед был не исключением. Тяжелые условия подкосили и так слабый организм Шехзаде. И мне кажется, из всего, что я прочитала, что верная причина смерти – это оспа. Ее-то точно ни с чем нельзя было спутать. Черные точки по всему телу – это первый признак этой ужасной болезни. Было бы очень интересно узнать, а что было бы, если Мехмед остался в живых, как бы тогда развивалось и жило османское государство.